субботу мы решили сделать небольшое путешествие в соседний город, который находится в 30 километрах от Лондона. Ничего себе. Этот город Сент-Олбанс. Он интересен тем, что его история начинается еще в 20-е годы до нашей эры. План на город у нас был небольшой. Просто погулять, посетить музей и насладиться этим историческим городом. Ночной клуб Havana. По пути мы увидели агентство и изучили цены на жилье в этом городе. Да, похож на старый город еще. Какая церковь? Ни одна прогулка у нас не обходится без детской площадки. Как я часто говорю Роме, что наши путешествия – это не для того, чтобы что-то изучить и поставить галочку. Мы просто получаем удовольствие, поэтому можно заходить на детские площадки и проводить там время, несмотря на то, что мы уехали из города не ради детской площадки. Лично мне в музеях скучновато, но я их с удовольствием все равно посещаю, особенно в Лондоне, потому что они очень красивые. Но когда мы гуляем в другом городе, я всегда смотрю на здания, я смотрю на дороги, я заглядываю в окна, мне это очень интересно, я особое удовольствие получаю именно просто от прогулки по городу. Иногда смотришь на эти домики и думаешь, интересно, а сколько ему лет, а кто там живет, а кто там жил до этого, а кто ухаживает за ним, а есть ли у них сад. Почти в каждом городе я пытаюсь представить, а я бы могла здесь жить, а мне бы здесь понравилось, и мы очень часто рассуждаем с Ромой об этом. И ему Сент-Олбанс очень понравился, и он сказал, что он не против в нем пожить. Но я, например, себя в нем не вижу. Да. В городе чувствуется его долгая история, поэтому очень было интересно посетить и музей этого города.
Музей, конечно, небольшой, и можно сказать, что он меня не впечатлил. Но все-таки было интересно посмотреть на информацию о Железном веке и римском периоде. Ромка вообще у нас главный ценитель римского периода. В первую очередь он себе выбрал деревянный меч. Больше всего мне понравилась мозаика эпохи Римской Республики. И мне очень всегда нравится, когда музеи предлагают интерактивы. И мы попробовали с Ромой даже собрать мозаику. Это сделано в виде игры, и очень быстро понимаешь, насколько это кропотливый труд. Также можно было попробовать построить арку по методике римлян. Музей находится в парке, в который мы потом и отправились. Я прочитала, что в этом городе было снято много фильмов, но они мне неизвестны. Но вот в этом парке в 22 году снимали «Вонка». Но и опять мы не смогли пройти мимо детской площадки. Но эта площадка была интересная. Она сделана в римском стиле. Здесь была стена, здесь был амфитеатр, что-то вроде замка. И, в принципе, было очень интересно. Еще в парке, недалеко от музея, находится здание, в котором можно увидеть результаты раскопок. Это мозаичный пол большого римского таунхауса. Особенно, конечно, поражает, что здесь можно увидеть древнюю систему нагрева пола. Я каждый раз задаюсь вопросом, неужели это было почти 2000 лет назад? Мозаика, таунхаус, пол с подогревом. Для меня это что-то на уровне фантастики. Почти 2000 лет назад. Нет, 2000! Вот карта этого дома, и вот этот кусок тут мы видим. И здесь, я так понимаю, тут вода, то или что? Да. Вот, получается, вот там, где мы были мозаика, Ага. часть города. Потом мы отправились посмотреть на сохранившиеся руины римской городской стены. Идет эта стена, а вот это где город. То есть, видишь, это был, получается, город, ну, вот такой вот стеной. И вот. И Айсени. Пап, мы видели это в музее. Да, это монетки И этим вот делали это мы монетки. видели. Да. Прикоснемся к истории, да, Ром? Ух
какая она была? Вот, смотри, видишь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А мы видим только две. То есть она была... Ну нет, еще 3 мы видим. Да, вот. Раз, два, три. Да. То есть И она там была... А там вообще 4. Раз, два. Она была очень высокой. Вот, смотри, вот, видишь, сколько осталось, вот. Наверное. Вот это. Вот, сколько осталось, и сколько еще? Ну, да, чуть-чуть повыше. А там вот 4. Только все, что было в землю. Типа. Получается, видишь. Только все, что в землю. Садилось. Вот, видишь? Вот фундамент еще. Ну, так вот оно, то есть, можно представить, что вот заезжаешь, Когда мы кушаем? вот, идем тут. Выезжаешь. Смотри. Подснежники. Возможно, представить. Никто не... Ага. Откуда? Можно? Нам сюда. После прогулки мы хотели пообедать в самом древнем пабе. Он был построен в 793 году, но таких желающих было очень-очень много. Рома, заходи. Поэтому нам пришлось менять планы, и мы решили посетить сначала собор. Роме этот план совсем не понравился, потому что он уже очень сильно проголодался, и в отличие от лета у нас с собой не было еды, потому что мы не планировали устраивать пикники. И мы очень быстро пробежались по собору, особо не успели поразглядывать, но, конечно, его масштабы поражают. Ух ты. Он такой огромный. Обалдеть. Ну-ка. Крутой.
Где там моя семья? Здесь можно по дороге гулять. Машины. Какие классные. У нас таких нету. Чарити. Наш обед уже плавно перетекал в ужин, и мы, наверное, не в самое удачное время заходили в заведение. Но в 3 заведениях нам было отказано, потому что где-то закрылась кухня, где-то подают уже только коктейли, а где-то просто нет свободных мест. Мы еле нашли, где поужинать. Зато мы нашли чудесный итальянский ресторанчик, и нам там очень понравилось. Хоть мы и приехали утром, но день пролетел очень быстро, и даже сложилось впечатление, словно мы не успели посмотреть все, что есть в этом городе. Но возвращались домой мы довольны. День прошел прекрасно, город очень интересный со своей особой атмосферой. Нет. Ну что, Рамуся, кончились наши путешествия? Уставшие, но довольные. Румяные щечки.